Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео. В продолжении разговора с Эшрефом Нисан поднимает тему Чикдем, спрашивая, что с ней может случиться за предательство. Однако Эшреф пытается объяснить, насколько он строг в этом вопросе. Когда Фарука арестовывает полиция, Эшреф узнает об этом. Когда Эшреф и Нисан уходят, Эшреф снова надевает ожерелье на шею Нисан, говоря: «Ты обещала его не снимать», а когда они садятся в машину, Эшреф направляет пистолет на Нисан, а чего-то пугается. Эшреф многозначительно смотрит на нее, берет ее за руку и целует. Когда Айтан узнает, что ее муж Харун находится в больнице, и приезжает туда, она обнаруживает, что Фарук избил Харуна. Когда Нисан спрашивает, куда они едут, Эшреф ей ничего не говорит. Нисан все больше волнуется, но Эшреф остается спокойным. Когда семья Гурдал приезжает в полицейский участок, чтобы забрать Фарука, они узнают, что его бывшая жена избила мужа и приходит в ярость. Ганджа приезжает в полицейский участок и хочет поговорить с Фаруком наедине. Седа звонит Чикдем и говорит ей, что у Фарука есть дело, и просит ее немедленно принести его ей. Когда Чикдем спрашивает, что в деле, Седа отвечает: «Это вас не касается, ради вашей же безопасности, просто пришлите его мне, не заглядывая». Во время разговора с Ганджей Фарук упоминает дело, говоря, что оно очень важно для Эшрефа, и что она должна найти его и передать ему. Когда Ганджа уходит, она объясняет ситуацию и говорит Мюслиму и Гурдалю сделать все необходимое. Эшреф звонит Гурдалю, спрашивая, нужно ли ему приехать, и говорит: «У Фарука есть дело, ты обязательно должен мне его передать». Гурдаль отвечает: «Не волнуйся, Ирмак этим занимается». Затем они прибывают в пункт назначения. Эшреф помогает Нисан выйти из машины и говорит: «Мы приехали, это оно». Нисан спрашивает, где оно, и он отвечает: «Ваш новый дом». Нисан сначала неправильно понимает его и злится, но Эшреф говорит: «Это не просто твой дом, это наш дом. Пришло время переехать в новый дом». Когда Нисан спрашивает, останется ли она здесь с ним, Эшреф отвечает, что это не всегда возможно, но он хочет, чтобы так было. Нисан не хочет оставаться в этом доме, ей не нравится это вынужденное положение. Она говорит, что хочет остаться с Черен, пока не найдет другое жилье, но Эшреф настаивает, что она останется там до тех пор. Когда Нисан хочет заплатить за аренду, Эшреф говорит, что не слышал. Нисан говорит, что не знает, как его отблагодарить, и Эшреф говорит, что найдет способ. Когда они сближаются, Нисан обнимает его. Кадир и Кинан приходят в больницу, чтобы навестить Харуна и выяснить, кто это сделал. Когда прибывают Гурдал и Мюслим, начинается хаос. Как только Мюслим выводит Айтан на улицу, появляются пистолеты. Как раз когда Гурдал собирается нажать на курок, появляется медсестра, и они прячут оружие. Нисан думает, что Эшреф сделал все это, чтобы держать ее на виду. Пока Эшреф и Нисан готовили заказанную еду, позвонил Гурдал и сообщил, что узнал, что Харун – один из людей Кадира. Эшреф оставил Нисан дома и вышел. Как только Эшреф ушел, Нисан написала Чикдему: «Нам нужно срочно встретиться, помоги мне, иначе нам обоим конец». Ганджа пошла к Эрмак, чтобы сообщить ей, что Фарука будут судить, пока он находится под стражей, но Фарука отпустили. Когда Эрмак сказала: «Мы тебя выпустим», Фарук ответил: «Все в порядке, я просто немного отдохну, почитаю книги», и перечислил вещи, которые ему нужны из дома. Хидер Баба сказал, что договорился с кем-то о присмотре за Фаруком внутри тюрьмы, но Касаб находится в той же тюрьме, что и Фарук, и может его преследовать. Когда Касаб услышал, что Фарук внутри, он был вне себя от радости. В палате Касаб говорил о Фаруке: «Нам нужно вытащить Фарука. Если мы его вытащим, мы сможем заставить Эшрефа сделать то, что мы хотим». Чикдем и Нисан встречаются, и Чикдем, в сопровождении человека, хорошо разбирающегося в подобных вещах, просит его проверить ожерелье. Мужчина осматривает ожерелье и говорит, что подслушивающего устройства нет, но есть устройство слежения. Нисан говорит: «Я подозревала, я знаю, что он подозревает меня». Эшреф проверяет местоположение и звонит Нисан.
Хотя Чикдем просит его не отвечать, Нисан, думая, что это только усилит ее подозрения, отвечает. Эшреф спрашивает Нисан, где она, проверяет, правильно ли она указала адрес, и когда Нисан благодарит его за ожерелье, говоря, что оно ценное, Эшреф делает ей комплимент, говоря, что его ценность заключается в том, что оно висит у нее на шее, и они кладут трубку. Когда Чикдем говорит, что Эшреф действительно подозревает Нисан, Нисан спрашивает, откуда она это знает, на что Эшреф отвечает, по его комплиментам. Нисан говорит, он влюблен в меня, он всегда делает мне комплименты, но Чикдем напоминает ей, что эта большая любовь вот-вот превратится в большую трагедию, еще больше расстраивая Нисан. Эшреф и его семья зовут Айтен, желая узнать, что ее муж Харун делает с Кадиром. Айтен спрашивает, сотрудничает ли Харун с ними, возможно, с Кадиром, в торговле наркотиками. Айтен говорит, что ничего не знает, но добавляет, что недавно произошло нечто подозрительное, ее муж стал приносить домой большие суммы денег и прятать их. Эшреф предупреждает ее, что ничего из этого не обсуждалось, и спрашивает, где ее муж, на что Айтен отвечает, что не знает. Харун ушел с Кадиром, но не хочет работать. Когда Кадир заставляет его работать, он давит на Харуна, требуя доставить товар, и когда Кадир угрожает ему пистолетом, Харун соглашается. Айтен звонит Харуну и просит его прислать ей координаты, чтобы она могла получить лекарство, но Кадир говорит, что они пришлют кого-нибудь за ними. Семья Гурдал отвозит Айтен в другое место, чтобы дать ей лекарство. После того, как все уходят от Эшрефа, прибывает Хидр Баба, и они вместе совершают поминки Якуб Бабы. Фарука переводят в другую камеру по соображениям безопасности, но это ловушка, устроенная Касапом, как только Фарук прибывает, его безжалостно избивают. Неспособность Эшрефа оторвать взгляд от телефона привлекает внимание Хидр Бабы. Когда Эшреф звонит Нисан и спрашивает, где она, Нисан злится и спрашивает Эшрефа, если бы я продолжала звонить и спрашивать, где ты бы ответил. Когда Эрмак прибывает, чтобы расследовать дело, она видит, что мужчина в доме, куда она вошла, ранен и узнает, что у него отобрали все. Она спускается вниз и бросается в погоню за мотоциклистом, но пешеход перебегает ей дорогу, из-за чего она упускает возможность. Эшреф приходит в ярость, когда видеозвонок с неизвестного номера показывает ему фотографию избитого мясника Фарука. Мясник угрожает, если ты не вытащишь меня отсюда, я расчленю твоего друга и пришлю тебе, он не доживет до утра. Хидр Баба собирается кому-то позвонить, но Эшреф говорит, не звони, брат, давай не будем рисковать Фаруком, и садится, глядя на фотографии Фарука на своем телефоне и испытывая грусть. Когда прибывают Гурдалары, Эшреф рассказывает им о случившемся, и когда их спрашивают, что они будут делать, Эшреф отвечает, мы вытащим мясника. Прокурор Сельма звонит Нисану и сообщает, что Эрхан, причастный к смерти Фолье, находился неподалеку, когда умерла Афра. Мясник приказывает своим людям зарезать его и находит способ выбраться из палаты. Эшреф и его люди ждут снаружи, пока он выйдет, и Эшреф планирует убить его в больнице. Они притворяются мертвыми и отводят его на кладбище, где присутствуют Эшреф и его друзья. Мясник сначала без сознания, но когда открывается крышка гроба, он приходит в себя и говорит, если я умру, то и тело моего брата выйдет изнутри. Когда Эшреф звонит Фаруку по видеосвязи и позволяет мужчинам поговорить с ним, говоря, мы не пойдем против Эшрефа, мясник впадает в панику. Эшреф стреляет в мясника, не давая ему много говорить, и тот падает в открытую могилу. Эшреф отслеживает местоположение Нисан по телефону, и когда Гурдал спрашивает, что случилось. «Ты весь день разговариваешь по телефону», Эшреф отвечает, «У меня срочное дело, тебе следует вернуться на другой машине», и уходит. Нисан репетирует с Седой, и Эшреф звонит, чтобы узнать, где она, а затем договаривается поужинать вместе. Пока Седа рассматривает фотографии Нисан, звонит ее телефон, и Седа говорит, «Мне нужно ответить». Это человек, укравший файл, его разыскивают повсюду, и ему нужны деньги, чтобы сбежать. Нисан тайно подслушивает разговор, а затем, когда к ней подходит Седа, просит у нее телефон под предлогом фотографирования и отправляет ей последний номер, с которым она разговаривала.
Нисан звонит по этому номеру, спрашивает, разговаривает ли она с господином Эрканом, и когда мужчина делает вид, что не узнает ее, она угрожает ему, говоря, что задаст лишь несколько вопросов, и если он не ответит, она пойдет в прокуратуру. Господин Эркан соглашается встретиться с Нисан на следующий день. Убийство Касапа вызывает трение между Кадиром и его сообщниками, и им не нравится, что Кадир, похоже, не слишком переживает из-за смерти Касапа. Нисан звонит прокурору Сельме, говорит ей, что встретится с Эрканом, и оставляет ожерелье у Чирин, попросив ее разобраться с ним, если позвонит Эшреф. Эшреф, подозревая, что его слежет программа, бормочет себе под нос: «Как давно ты находишься на одном месте?» Странно. Когда Эшреф приходит в студию к Нисан, она заходит внутрь и рассказывает об этом Чирин. Чирин подходит к Эшрефу и говорит ему, что Нисан записывает и не может войти, после чего тут же звонит Нисан. Как только Нисан узнает об этом, она уходит из кабинета Сельмы и возвращается в студию. Когда Эшреф, сказав, что спешит, попытался войти, помахав на прощание, Чирин попыталась его остановить, но Эшреф сказал, что у него тоже есть работа и он просто помашет на прощание. Когда Эшреф уже собирался войти, Нисан вышла и обняла его, сказав: «Какой приятный сюрприз». Эшреф тут же посмотрел на свою шею, не нашел ожерелье и спросил, где оно. Нисан достала его из кармана. Когда Эшреф сказал, что подумывает забрать ее, Нисан ответила: «Моя работа сегодня займет много времени, извините», и Эшреф сказал: «Тогда я пойду», и Нисан проводила его. Когда Чирин стала расспрашивать ее о происходящем и о том, почему Эшреф преследует ее, Нисан сказала: «Дайте мне передохнуть, я все объясню». Они ворвались в дом Хидера Бабы, убили человека и повесили его, привязав к ногам детские пинетки. Хидер Баба понял, что это сделал его старый враг. В то время как Гурдал планировал взорвать лабораторию Кадира, прибыл Эшреф и объяснил: «Это не сработает. Мы попробуем другой метод. Мы запустим химическую реакцию, захватим грузовик с сырьем, расстреляем его из их собственного оружия и вернем материалы внутрь». Хидер Баба приходит к Эшрефу и рассказывает ему о том, что с ним сделал его старый враг. Он понимает, что старик, стоящий за Кадиром, его давний враг. Затем он говорит: «Они хотят, чтобы я передал тебе сообщение. Если ты не хочешь потерять еще одного сына, скажи Эшрефу, чтобы он остановился». Когда Хидер Баба говорит: «Якуб Баба не прожил достаточно долго, чтобы остановить их, что же мы теперь будем делать?» Эшреф отвечает: «Сообщение получено, будут предприняты необходимые шаги. Мы сделаем так, чтобы об этом узнал весь город». Динчер подходит к Кадиру и говорит: «Вы теряете свои товары где-то каждую неделю, это нас беспокоит». Затем Кадир включает камеру в лаборатории и показывает ему прямую трансляцию, говоря, что они усердно работают. Мюслим и Гурдал, как и сказал Эшреф, перехватывают грузовик, подменяют товары внутри и сообщают Эшрефу, что операция завершена. Когда Эшреф спрашивает, нужно ли им поджечь его, Гурдал отвечает: «Просто скажите слово». Когда прибывают химикаты и начинают их смешивать, происходит реакция, и вся лаборатория взрывается. Когда Эшреф звонит Кадиру и говорит, что это сделал он, Кадир отвечает: «Довольно. Ты меня не остановишь». Эшреф отвечает: «Я и тебя взорву». Хотя Кадир говорит: «Эти люди, с которыми ты имеешь дело, очень сильны, они сожгут и тебя, и меня», Эшрефу все равно, и он приказывает передать им сообщение. Когда Динчер говорит: «Это совсем нехорошо», Кадир спрашивает: «Ты боишься Эшрефа?» Динчер отвечает: «Я боюсь гнева старика, тебе тоже следует бояться», и уходит. Когда Гурдал звонит Эшрефу и говорит, что Харун не вышел, Эшреф говорит: «Ему больше некуда идти, вам двоим следует уйти оттуда». Когда Кинан звонит Кадиру и сообщает о взрыве, Кадир говорит: «Я знаю, что это сделал Эшреф, Харун важен, найди его». Когда Кинан спрашивает, как он может его найти, Кадир сердито отвечает: «Сделай все, чтобы найти его», и вешает трубку. Харун, спасенный благодаря предупреждению Эшрефа, получает звонок от Эшрефа, который говорит: «Ты должен мне вдохнуть», вытащи Фарука из тюрьмы, отзови свою жалобу, на что Харун отвечает, что сбежит. Хотя Эшреф говорит: «Ты не сбежишь от меня, я не отпущу тебя, пока не получу свою долю, я убью тебя», Харун считает, что стоит попробовать.
Когда Седа звонит Динчеру и говорит, что поведение Nissan сегодня странное, Динчер говорит, что пойдет и проверит ее. Пока прокурор Селом проводит секретную операцию, Чикдем спрашивает, что происходит, но ей говорят, что это секрет. Когда звонит Седа и спрашивает, что происходит, Чикдем говорит, что не знает и ничего не может сделать, но Седа говорит, что это указание босса, чтобы они их не беспокоили. Когда Nissan приходит домой и видит Динчера у двери, она спрашивает, зачем он здесь, и Динчер говорит, что пришел извиниться. В этот момент появляется Эшреф и хватает Динчера за горло. Динчер говорит, что Nissan выбрала его, потому что боялась его, поэтому она с ним, но Nissan говорит, «Я никогда не оставляла тебя, Эшреф». Когда она говорит Динчеру отменить все, Эшреф спрашивает, уверена ли она, и Nissan говорит, «Мне все равно, кроме тебя». Когда Динчер нападает на Эшрефа, говоря, «Я получу то, что хочу», Эшреф избивает его, крича, «Тебя никто никогда не любил. Тебя никто никогда не гладил по голове. Убирайся отсюда. Nissan меня любит». И силой затаскивает его в свою машину, после чего уезжает. Уезжая, Динчер кричит и плачет. Пока Динчер сидит без сознания под дождем, Седа приходит, чтобы забрать его в дом, но Динчер в ярости на Эшрефа и Nissan. Эшреф и Nissan проводят ночь вместе, но Эшреф очень обеспокоен. Когда Nissan просыпается утром и не видит Эшрефа рядом с собой, она тут же встает, идет в гостиную, садится рядом с ним и говорит что-то вроде «Как бы я хотела видеть тебя здесь». Эшреф резко отвечает на все, что она говорит, поэтому Nissan говорит «Ты невыносима с самого утра. В любом случае у меня есть дела» и встает. Когда прокурор Сельма пишет ей сообщение с вопросом, куда ее забрать, Nissan отвечает «Я тебе сообщу». Ермак и Мюслим разыскивают Эркана, находят дом, где он остановился, и сообщают об этом Эшрефу. Когда Nissan собирается уходить, Эшреф напоминает ей о кулоне. Nissan в спешке говорит, что забыла, и Эшреф надевает ей кулон. Когда госпожа Сельма отправляется на операцию, Чикдем идет к своей машине, чтобы проследовать за ними, но когда госпожа Сельма говорит «Ты не участвуешь в этой операции», Чикдем делает вид, что едет на другое мероприятие. Когда Гурдал приезжает к Гонджи домой и не находит ее, он звонит ей, и они спорят по телефону. Затем он понимает, что Ганджа в больнице, и спрашивает, что случилось. Ганджа, плача, говорит «Ты меня трогал», и вешает трубку. Когда Гурдал звонит своей сестре Ермак и рассказывает ей о случившемся, Ермак говорит, значит, она приняла решение. Мне не следует ей об этом говорить, но Ганджа беременна, что шокирует Гурдала. На вопрос, уверена ли она, Ганджа отвечает, «Я уверена, я хочу сделать аборт». Айтен приходит навестить Фарука благодаря Эшрефу, и когда она рассказывает ему, что ее муж Харун замешан в опасных делах и что она боится, Фарук говорит, «Не волнуйся, с этого момента я здесь, чтобы поддержать тебя». Nissan дает Черен ожерелье и отправляет ее в торговый центр. Приезжает прокурор Сельма и садится в машину. Чикдем следит за ними и пытается выяснить, что происходит. Полицейские распределяют задания и начинают погоню. Когда Nissan говорит, что не уйдет, не увидев ее, госпожа Сельма отвечает, что не может подвергать ее опасности. Nissan убеждает ее, что это безопасно, и выходит из машины. Nissan идет к станции метро и звонит Эркану, чтобы сообщить о своем прибытии. Когда Эркан спрашивает, одна ли она, Nissan отвечает утвердительно. Когда Nissan идет навстречу мужчине, она видит Эшрефа и говорит госпоже Сельме, «Если Эшреф увидит меня здесь, мне конец». Госпожа Сельма тут же просит ее уйти. На этом завершается еще один анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.